друзья! Меня зовут Женя, и я рада приветствовать вас на моем канале о вязании Yo Happy Toys. У меня с собой моя тетрадка, а это значит, что сегодня в этом видео я буду подводить итог прошлого месяца, итог апреля. И апрель у меня был супер продуктивный, и хочу вместе с вами вспомнить, какие игрушечки, какие и не только игрушечки я связала в апреле. Давайте быстренько пробежимся, вспомним. И вам интересно посмотреть, вспомнить, и мне на память это тоже останется. Я буду потом пересматривать и хвалить себя. На первой неделе апреля я довязала котика комфортера для своего бэби-бокса, который я уже продала. Бэби-бокс уже у заказчицы. Вот он, давайте я вам фотографию вставлю полного бэби-бокса, который у меня уехал, ну, уже давно. И на этой же неделе апреля я связала кошечку в сером цвете, сделала на нее мастер-класс, и также я связала к этой кошечке в комплект погремушку. Данный комплект еще пока у меня, покупатель еще ему не нашелся, выставила ВКонтакте пока что только. Надеюсь, что и на этот комплект тоже найдется покупатель. На следующей неделе апреля у меня поступил большой заказ на огромный бэби-бокс, и давайте я вам его сразу же покажу, что я связала. В комплект этого бэби-бокса входил органайзер, который я вязала еще в прошлом месяце. Я его так и не стала вязать новый. Зачем? Когда потребуется, я свяжу. Связала я в итоге зайку в чепчике, связала я грызунок, держатель для соски, связала я бусы, далее морковку безумную, на которую есть мастер-класс, бесплатное видео на моем YouTube-канале, поэтому кому интересно, переходите в раздел плейлисты, выбирайте там мастер-классы, и он выйдет. И также в этот бэби-бокс входили розовые пинеточки и розовый чепчик. По-моему, все. Или, может быть, что-то я забыла. Но на этой же неделе марафона у меня была связана еще и зайка в сарафане, которая также могла бы подходить к этому бэби-боксу, но зайка уехала в другую семью с другим зайчиком, зайчиком в чепчике, который я вязала еще ранее, в прошлом месяце. Перевязывала сарафан для зайки, в итоге у меня получилось 2 образа, которые можно предлагать своим клиентам, показывать, как можно выбрать игрушку в том или ином образе, виде, наряде. Я связала чепчик и носочки из полухлопковой пряжи, также вам здесь фотографию прикладываю. И связала еще одну безумную морковку для мастер-класса в оранжевом цвете. Эта морковка также пока что еще у меня. Завершился марафон 101 Cotton Toys, и я отдыхала и вязала вот таких вот замечательных китят, это брелки. Если бы я ходила на ярмарку, я бы их продавала на ярмарке с удовольствием, но я на ярмарке не хожу, поэтому, скорее всего, я эти брелки буду вкладывать в качестве подарка к заказам каким-то большим. Они все такие миленькие, красивенькие. Китят я вязала по своей схеме. Меня просили сделать мастер-класс на этих китят, и когда у меня будет время, то я обязательно выпущу бесплатный видео мастер-класс, потому что вяжутся они очень быстро, и можно использовать остатки пряжи, и получаются они очень миленькие. Далее у меня поступил заказ на котов колобков. Я редко вяжу из плюшевой пряжи, но тут поступил заказ, и грех было отказываться повязать. Но в очередной раз я поняла, что плюшевая пряжа это не мое. Это я свяжу, конечно, но это не доставляет мне такого удовольствия, как полухлопок. Не знаю, когда я вижу вот эти ровные петельки, я прямо наслаждаюсь. В плюше этого нет, это еще все и сыпется вдобавок. Мне не очень нравится вязать из плюша, но если есть заказы, то с удовольствием, конечно же, я их выполняю. В этом же месяце я связала вот такой вот набор бэби-бокс, зайку в чепчике, погремушку зайку, грызунок и держатель для соски в таких эко-цветах, из 0,7 бежевого, зеленый, коричневый. Очень красивый получился набор. Мне кажется, этот набор подходит как для девочки, так и для мальчика. Он такой какой-то унисекс, скажем так. Очень красивый набор, тоже пока что еще у меня. Вот недавно выложила его ВКонтакте в товарах, но покупатель еще не нашелся. Надеюсь, что и на него найдется свой ребеночек. И далее меня унесло в вязание чепчиков, пинеток. Все я это навязала. Я вам хочу это показать
Сейчас в видео поближе на столе. Я их уже постирала, высушила и хочу показать, что у меня получилось и вообще какие планы у меня с этими пинетками и чепчиками есть. Поэтому давайте переместимся на стол, и там я вам все поближе покажу. Видео покажу на столе, какой еще один набор для малыша я связала, для мальчика. Это морской набор Baby Box. Вы помните, в прошлом видео я вам показывала китенка-погремушку, и вот к этому китенку я связала медузу, игрушку-погремушку, и грызунок и держатель для соски. Я его еще даже не успела сфотографировать, надо бы сфоткать и уже выложить куда-нибудь на продажу. Кроме вас, его пока что еще никто не видел. Поэтому давайте я вам сейчас покажу на столе вот этот вот набор, начало вязания моих пинеток и чепчиков, а потом переместимся с вами уже в настоящее время, где я покажу вам готовые чепчики и пинетки, уже постиранные, как они выглядят, и расскажу вам о дальнейших своих планах, вот связанных с ними именно. Я хочу показать вам, какие у меня процессы. Не очень тут у меня удобный ракурс. Во-первых, у нас такое яркое солнце, что просто невозможно найти место. А во-вторых, целый дом народу, праздники, и приходится снимать в попыхах. Сами понимаете, что значит снимать, когда народу дома много. В общем, хочу вам показать вот эту зеленую корзинку. Посмотрите, что у меня тут навязано. Во-первых, давайте я не с пинетки начну, пинетками я завершу. Во-первых, я начну с игольницы, которую я приобрела на Wildberries. В школу ребенку потребовалась иголка, и как же он понесет ее, вот я ему купила игольницу. Ну, конечно же, я ее потом изыму и буду сама использовать. Вот такая она деревянная, стоит недорого, смотрится красиво. И куда-то в поездку, например, ехать, брать с собой иголочки, я думаю, будет удобно. И смотрите, что у меня здесь навязано. Во-первых, вот такая вот шапочка для малыша. Ну, это, наверное, от 3 до 6 месяцев размерчик, а может быть даже на 6 месяцев. Ну, не знаю, как-то вот. Ну, вот такая вот. Вязала я по схеме от 3 до 6 месяцев. Пряжа, как обычно, Gazal Baby Wool XL. Мне она очень нравится, эта пряжа для вязания пинеток. Супер нравится, прям, мне кажется, это очень подходит. Эта шапочка связана крючком, как вы видите. Такая она зеленая, яркая, очень красивая, мне очень нравится. Я еще ее не стирала. На этой неделе, я думаю, я постираю. А почему я не стирала? В общем, от мотка у меня остался вот такой вот маленький клубочек. То есть на шапочку вот мотка хватает, чтобы связать крючком. Почему я не стирала? Потому что я давно очень хотела повязать шапочку спицами, но не решалась это сделать, потому что спицами я вяжу не супер хорошо, но все же пытаюсь что-то как-то вязать. И смотрела вот в воскресенье, в субботу, в воскресенье, смотрела разные видео по шапочкам спицами, и в итоге нашла подходящее видео. И вот такая вот шапочка у меня получилась. Ссылочку на мастер-класс я вам оставлю под этим видео, так что переходите, если кому-то интересно, вяжите. Мастер-класс очень понятный, очень простой, но я пока что еще ее не довязала. Вы видите, что у меня здесь связан просто треугольничек вот такой. В мастер-классе используется другая пряжа, у меня ее не было, заказывать мне не хотелось, так как у меня была эта. И я немножечко изменила размер этой шапочки, не как по мастер-классу, а чуть-чуть побольше взяла, потому что ниточка потоньше, и спицы я взяла потоньше. Но, в принципе, я на нее смотрю и думаю, что можно было взять еще, ну, вязать ее еще поменьше, потому что она тоже крупная, большая получилась, и тоже где-то, наверное, на 6 месяцев она подойдет. Они вот по размерам, если вот так вот прикладывать, одинаково, и тянутся они тоже одинаково. Эту шапочку я еще не довязала, здесь осталось айкордом обработать вот этот вот край, задний край, вот это зад шапочки, это вперед. И айкордом там вывязываются завязки. Такое
непонятное для вязальщиц с крючком слово айкорд. Меня оно сначала пугало, но посмотрев по мастер-классу, как это вяжется, вроде как там не сложно. Почему я пока что еще не завершила? Потому что мне нужны спицы для вывязывания этого айкорда, а именно спицы 3 мм чулочные. У меня спицы в основном все на леске, а на леске айкорд вывязывать неудобно. Поэтому я на Wildberries заказала. Завтра должны они мне прийти, спицы. Я их заберу и думаю, завтра же начну вывязывать шнурочки, обрабатывать край. И завтра, скорее всего, завершу эту шапочку и уже буду все вместе стирать. Поэтому пока не стираю. Петли у меня тут немножко неровные, как вы видите. Если вот так вот смотреть, вот какие-то неровности есть. Но я очень надеюсь, что когда шапочка будет постирана, они все разгладятся. Если в растянутом виде, то хорошо. Но оно сильно тянется, то есть это, не знаю, не знаю, как на ребенке будет сидеть. Конечно, шапочка с спицами более эластичная, более такая мягкая, гладкая. Но шапочка крючком мне также очень нравится, ничем не хуже, мне кажется, и даже, возможно, в каких-то моментах лучше, в том плане, что она плотнее. И, например, если сильный ветер какой-то, то под нее можно не надевать дополнительную какую-то хлопковую шапочку, а можно прям сразу на голову одевать. Как мне кажется, она более плотная. Здесь все же она какая-то, более жиблая. И вот у меня от мотка осталось вот столько на эту шапочку, но тут еще шнурочки вывязывать нужно. Поэтому сколько-то еще уйдет. Когда завершу, вам покажу. Скорее всего, это будет в конце недели, когда я уже все это постираю. И у меня осталась пряжа, и я начала вязать пинетки. Посмотрите, какая у меня симпатичная пинеточка получилась. Я очень ей довольна. При этом я, когда вязала вот эту вот шапочку, я привыкла, что здесь она вяжется резинкой 2 на 2. Вот, резинка 2 на 2. И, соответственно, резинку на пинетке я тоже как-то забылась и начала вязать 2 на 2. Обычно я вязала 1 на 1 резиночку для пинетки, а тут просто забылась. Думаю, что-то я не то делаю, какие-то у меня не те действия. А потом, когда связала, мне даже больше понравилось, как это смотрится. И, скорее всего, на всех будущих пинетках я так и буду вывязывать 2 на 2. Мне кажется, что так выглядит более аккуратно. Также я увеличила высоту вот этой резинки. То есть у меня в высоту 15 рядов. Потом я меняю направление петель. Вернее, наверное, я неправильно говорю. Не направление петель, а меняю лицевую петлю на изнаночную и изнаночную на лицевую. В общем, там, где я ранее вязала изнаночные петли, я начала вязать лицевые, и наоборот, где вязала лицевые, начала вязать изнаночные, для того, чтобы вот это место сгиба было хорошо, хорошо сгибалось. И поэтому у меня вот здесь 15 рядов, и вот здесь 15 рядов. И мне кажется, это хорошая высота. Единственный вопрос, хватит ли мне пряжи, вот у меня осталось совсем чуть-чуть, на вторую пинетку. Вот я ее сейчас вяжу. Но в любом случае у меня есть еще пряжа, и если что, я ее подцеплю и, в общем, привяжу и довяжу. Поэтому я не боюсь. И плюс у меня еще целый моток есть на вот такой пряже. Я, скорее всего, из этого мотка тоже буду вязать пинетки. Пинетки мне понравились больше, чем шапочки, но с другой стороны, это совместно смотрится очень красиво, такой наборчик. Цвет очень приятный, зеленый. И впервые мне захотелось что-то вышить на пинетке. Вот здесь. Сначала я подумала, может быть, связать ромашку и пришить. Но потом мысль у меня ушла на то, что, может быть, вышить ромашку. Маленькие ромашки, маленькие цветочки вот на этом месте. Или, как сейчас все вышивают пчелок, очень красиво смотрится. У меня очень много мулине, и, скорее всего, я эту идею в жизнь воплощу, я что-нибудь вышью здесь. Или ромашки, или пчелок, или, может быть, мне придет какая-то еще идея что-нибудь вышить. В общем, вам свой процесс показала. Более близко покажу уже в конце недели, когда все это постираю и все завершу. И сейчас мне очень хочется показать вам бэби-бокс, который я еще связала. Еще один бэби-бокс. Я на прошлой неделе вам уже показывала вот этого симпатичного китенка. В своем телеграм-канале я оставляла файл на такого китенка. Он идет как
брелок, но для брелка, мне кажется, он такой крупноватый, и поэтому как подвеска, как погремушка, мне кажется, он идеален. Мне девочки писали, что, возможно, он сидит не твердо. Нет, смотрите, вот я его мотаю, голова у него никуда не заваливается, все твердо. Я вот здесь вот пришила, несколько кругов сделала, захватила нить сверху, снизу, и он хорошо сидит, он не заваливается, несмотря на то, что он такой большенький. И посмотрите, кого я связала еще. Это вот такая вот медузка у меня получилась. Вязала я сама по своей схеме. Пишите, если нужна схема, скорее всего, я ее сделаю. Хотела сначала на пластиковое кольцо пришить медузку, но у меня не подходил цвет. Я выбирала, у меня был цвет морской волны, но слишком яркий, и поэтому я решила сделать просто вот такую подвесочку, чтобы можно было ручку брать и таскать эту медузку. Ничего не стала также вышивать на голове. Мне кажется, они так спокойно и лаконично вместе смотрятся. Так же, как и у китенка, вышила щечки той же самой пряжей. Здесь двое оборок вот таких. И вот такие вот разные щупальцы. Щупальцы я ввязывала. То есть ввязывала не в процессе вязания дна, а просто столбиками без накида, соединительными столбиками. В процессе их вязания я их сразу, в общем, вязала в дно и дальше уже в длину вывязывала. В общем, разные они у меня тут есть, и белые, и темно-синие, и просто столбиками без накида, и столбиками с накидом. В общем, мне понравилось, что у меня получилось. Такая вот она симпатичная медузка, очень милая. И сейчас покажу, что еще я связала. Вот такой вот грызунок связала. Не стала на него цеплять китенка, потому что он слишком объемный. И китенка я прицепила на держатель для соски. Ну или вот так вот грызунок-китенок. Вот такой у меня получился держатель. Тоже не стала здесь делать никакого кита. Приложила своих вот этих вот маленьких, которые для... Ну, как подвесочки я вам показывала в прошлом видео, но мне как-то не понравилось. И мне захотелось, чтобы вот просто было вот так. Тин-тин-тин. В общем, вот такой вот у меня получился набор. Мне он очень нравится, и мне очень хочется связать такой же набор для девочки в розовых оттенках. Я его еще не фотографировала, я его совсем недавно завершила. Пишите свое мнение, как вам понравился ли такой вот набор, понравилась ли такая медузка, как вам вообще такое. Мне кажется, что морская тема, она особенно к лету будет как нельзя актуальна. И надеюсь, что все-таки обретет своего хозяина вот этот вот наборчик. В общем, скорее всего, я буду вязать для девочки. Я попытаюсь это сделать. Мне очень хочется, по крайней мере, чтобы и для девочки, и для мальчика был выбор. Вот. Вот такие дела. Будет цвет чуть-чуть получше, я обязательно красиво все зафотографирую, все вам покажу. Ну что, на этом буду продолжать свою неделю вязальную. На этой неделе стартует марафон кукольных дел мастер, в котором я хочу очень принять участие. И надеюсь, что я не вылечу очень быстро из этого марафона, так как там каждую неделю нужна готовая игрушка, нужно показывать готовую игрушку. Буду стараться. Марафон начнется с 1 мая, и уже, честно сказать, руки чешутся повязать куколок. Я по ним очень соскучилась. Куколок буду вязать, скорее всего, начну, по крайней мере, вязать по своему мастер-классу, но буду менять им образы. Вот. Ну, пока на понедельник у меня все.
хотела снимать мастер-класс по вязанию сумочки для зайки. Может быть, помните, в последнем видео розовая зайка в таком желтом комбинезоне в розовом сарафане была у меня с бледно-розовой сумочкой. И многие меня просили связать такую сумочку, сделать мастер-класс. И вот я села сейчас делать мастер-класс. Думала, сейчас я быстренько ее на видео засниму, выложу, а потом смотрю, у меня схемы-то нету. Схема-то у меня в голове, поэтому прежде чем начать снимать видео мастер-класс, мне нужно отработать еще раз эту схему, и поэтому я начала вязать сумочку вот из такой вот пряжи лилового цвета. Это цвет номер 89. Сейчас свяжу такого цвета сумочку, и потом для мастер-класса буду вязать вот такую яркую розовую сумочку. Сумочек мало не бывает, они подойдут любым игрушкам, подойдут зайкам, я не знаю, кошечкам, куколкам, кому угодно. Поэтому будет у меня в итоге 2 готовые сумочки. Сейчас, значит, я одну отработаю и начну снимать мастер-класс на розовую сумочку. И надеюсь, что на этой неделе, к тому моменту, когда я выложу этот вязальный влог на канал, что сумочка уже будет у меня на канале, и вы сможете связать ее для своих игрушек. Готовы мои сумочки. Ой, сейчас покажу. Вот такие они у меня получились. Я сняла видео мастер-класс. Теперь у меня задача его отмонтировать и выложить уже на YouTube и Яндекс.Дзен. Вот такие миленькие получились. Это 59-й Ярнард джинс, а лиловый это 89-й Ярнард джинс. Смотрите, какие они милейшие получились. И мне пригодились бусины, которые мне дарили, если вы помните. Я все не знала, куда их применить. И вот смотрите, так для украшения очень классно смотрится. Такие бусины, кстати, можно класть и в сумочки, например, ну, в качестве таких маленьких девчачьих сюрпризиков. Вот. В общем, хорошие сумочки, мне нравятся. Вяжутся очень быстро, минут 15, наверное. Раз-раз и готово. И в качестве дополнения к игрушке очень здорово все получается, смотрится. Сейчас мне хочется показать вам свой подарок, который я получила по результату марафона 101 Cotton Toys. Я там победила в одной из номинаций. И мне прислали подарок, прислала Катя. Ссылочку на ее канал давайте я оставлю под видео, переходите, смотрите, она очень много вяжет интересных игрушек, большими объемами, партиями, я давно ее смотрю и вам тоже советую. Вот такой вот набор наклеек, они все одинаковые и подойдут для отправки заказа. Очень полезная штука, буду обязательно применять, спасибо большое. Сейчас у меня, честно сказать, уже так поутихли эмоции, потому что подарочек я получила, ну, наверное, в конце прошлой недели, а видео начинаю снимать только сейчас. Но все же, мне очень приятно. Вы только посмотрите, какие красивые тюльпаны мне пришли в подарок. Их можно использовать в качестве декора для фотографий, а также в качестве декора для съемки видео. Это тюльпаны силиконовые, наверное. В общем, смотрятся они классно. Здесь они на резиночке, тут вот, ну, целый букетик, много. Смотрите, как здорово они вообще выглядят. Тюльпаны я хотела давно купить себе сама, но, если честно, моя жаба не позволяла мне этого делать, потому что у меня и так всякой всячины дома всего много. И покупать еще и тюльпаны я как-то не решалась. Поэтому спасибо большое за такой подарок. Тюльпаны прям вот самое то. И самое главное, что они вот такие беленькие, подойдут к любому абсолютно фону, к любой игрушке, освежают картинку. Очень здорово. И еще мне пришли вот такие вот блокнотики. Таких блокнотиков я сама ни разу не видела, но они очень супер полезные. Я заказывала их Кате на Wildberries, поэтому вы смотрите по названию, я думаю, вы сможете найти такие блокнотики, если вам нужны. Давайте начнем с маленького блокнотика. Запасы мастера Handmade. Здесь список покупок, материал, сколько количества, где купить. Это очень тоже важно, потому что забывается порой, где что куплено, то ли на Алиэкспресс, то ли на Wildberries, то ли еще в каком магазине. И тут много-много таких одинаковых листочков.
И вот такие вот еще есть отделения, запасы материалов. Колонка материалы, количество и самое главное позиция, где это лежит, потому что это очень важно знать, где что находится. Накоплено у меня, по крайней мере, всего, и каждый раз ищешь, где то или иная штучка. Это очень удобно, я думаю, я обязательно буду вести вот этот вот блокнотик. Но не знаю, с какого. Мне хочется с Нового года, но сейчас уже полгода прошло. А с другой стороны, а какая разница, зачем вести с Нового года, если здесь нет дат? Поэтому можно уже начинать вести и сейчас. И мне очень понравился вот этот вот дневник мастера Handmade. Мне кажется, это вообще создатель этого дневника супер-пупер молодец, потому что здесь прописано все, что нужно. Все самое важное. Ну вот давайте посмотрим. Личные данные. Изделие с прайс-листом, это очень важно, потому что особенно когда много разных игрушек, и неожиданно кто-то спрашивает, сколько что стоит, начинаешь искать или открывать ВКонтакте вот эту страницу с товарами, судорожно искать, сколько чего стоит, или придумывать цену на ходу, а здесь все прописано, это очень-очень удобно. Далее, полезные связи, рекомендации. Организация, деятельность, контакты. Тоже удобно, где какую фурнитуру заказываешь, материалы. И вот смотрите, какие классные развороты по поводу заказов. Кто вяжет много на заказ, то номер заказа, дата, данные заказчика, пожелания заказчика, наименование, количество, размер, вес, к какому числу, чтобы было подготовлено, стоимость, адрес, трек-номер, материалы. Смотрите, здесь можно расписать, посчитать, сколько материалов, какая их цена и сколько выходит, трудозатраты также считаются, и сколько выходит в итоге готовая работа. Здесь тоже трек по выполнению, выполнен, отправлен, получен. Очень удобные разворотики. Ну, супер, мне очень понравилось, их очень много. То есть почти что полный блокнот занимают вот это заказы. Вот такие у меня заказы записаны просто в тетрадке. И примерно там такие же графы. Единственное, вот нет по себестоимости материалов, это я не писала. А здесь я, скорее всего, буду писать, буду заниматься, обязательно буду заполнять этот блокнот, буду его использовать по назначению. Так, ну что тут кроме заказов? В основном, конечно, здесь заказы, но это и важно. Дальше, смотрите, что тут есть. Тут есть подарочные сертификаты. Это, ну, я не знаю пока, где мне это может пригодиться, но надо над этим подумать. И здесь итоговые странички такие, сколько в месяц было заказов, сколько расходов за месяц, сколько было всего заказов, сколько итого расходов и подсчет, доход, расход и прибыль, сколько вообще прибыль вышла за месяц по результатам нашей творческой деятельности. Тоже очень важные разворотики. И, наверное, на этом все. Но это... нет, вот тут еще есть контакты постоянных клиентов. Важные даты. Планы на год. Итоги года. Классно. В общем, чистая бухгалтерия, максимально простая. И я думаю, что нужно каждой вязальщице, не только вязальщице, каждой рукодельнице, потому что часто мы заказываем очень много всего, того, что нам даже и не нужно. А когда ты ведешь вот такой вот журнал, где есть расходы, доходы, если ты видишь, на что ты потратил в этом месяце, ты уже как-то можешь себя в следующем месяце ограничить и умерить свой пыл. В общем, я очень довольна своим подарком. Катя, спасибо тебе еще раз огромное. Вот эти вот дневники, я их ни разу не видела на Wildberries, вообще нигде, в продаже. Если бы я увидела, я бы их обязательно сама себе бы купила. Поэтому это такой неожиданный подарочек, неожиданный сюрприз. В общем, спасибо, еще раз спасибо. Очень это приятно все-таки так побеждать в номинациях, вроде как бы сильно не стремишься, а все равно вот приятно вот это вот все внимание. Хорошо, что есть такие марафоны. Спасибо, Алена Зелендинова, за то, что ты вообще создала этот марафон, организовала. Прям общение с девочками, потом еще и подарки в конце. Это супер. И сейчас давайте перейдем к моим покупкам. У меня их не так много.
Давайте я вам покажу сразу пряжу. Я купила себе вот такую пряжу. Это Merino Extra 90. Вы знаете, что в последнее время я увлеклась вязанием пинеток, вязанием чепчиков. И последний раз я вот вязала чепчик, я вам его еще полностью не показала, он у меня уже готов, сушится. Я все постирала все пинетки, которые у меня были связаны, все чепчики. Они сейчас у меня сохнут, как только высохнут, я вам покажу, какие они получились. И в одном из видео я посмотрела, что вяжут вот из этой вот пряжи Merino Extra. Я такой чепчик по мастер-классу вязала из Gazal Baby Wool XL. Мне не очень понравилось. Объясню позже, почему, когда буду его показывать. И поэтому я решила купить вот такую пряжу и использовать именно ее для вязания чепчика. Здесь цвет 001, а состав здесь 100% меринос. В общем, наверное, из него можно связать и чепчик, и пинетки, и они будут очень теплые. Они абсолютно не пушистые, но очень мягкие, прям очень нежная ниточка. По цене она дороже, конечно, чем Газал, но для Малюси не жалко денежку потратить. Я думаю, что просто чуть-чуть повыше цену ставить на итоговую работу, и все. Но тут другое ощущение совсем. Хочу попробовать, в общем, повязать вот из такой пряжи еще чепчики. И хочу похвалиться вам еще своей покупкой. Я купила вот такой контейнер для рукоделия. Этот контейнер я купила в фикс-прайсе. И сюда я положила все свои наклейки и все необходимое, что мне нужно для сборки заказов. А именно, я положила сюда своих вот этих вот китят, потому что я их планирую вкладывать в заказы в качестве подарка. Я положила сюда вот этих вот смешных жаб. Я их вам забыла показать в прошлом видео. У меня осталось две. Те заготовки, у которых я приклеила неправильно глаза, я выкинула. И поэтому осталось две жабки. Сюда я положила зажигалку для того, чтобы поджигать ленточку, когда запаковываешь подарок. Я часто забываю эту зажигалку, и у меня два этажа в доме, мне приходится ходить вниз за ней. И я уже сложила тут в один контейнер. Пускай все будет в одном месте. И здесь есть второе отделение, в которое я сложила все свои наклейки. Посмотрите, как у меня их много. Какая я богатая наклейщица. Тут наклейки, бирки, все, что я разбирала, показывала вам в прошлом видео, все я сложила сюда. Вот. Поэтому вроде как пока мне кажется удобно. А дальше посмотрим, удобно это будет или нет. Вот. Вам, какие у меня пинеточные результаты есть на данный момент, что я связала. Сейчас вместе с вами поставим пинеточки все вот в эти манекены и посмотрим, как это все выглядит. Все я постирала, стирала в стиральной машинке на 40 градусов. В общем, особо без всяких каких-то... В общем, без всякой жалости. Постирала и постирала. Давайте сейчас наденем на манекены пинеточки. Вот так вот это все выглядит. Петельки тут действительно выровнялись. Но, если честно, они и так были достаточно ровные. Поэтому я бы не сказала, что они как-то сильно что-то с ними поменялось. Вот такая здесь резиночка. Здесь резиночка 1 на 1. Сейчас мы сравним как раз, как выглядит резиночка 1 на 1 с резиночками 2 на 2. Сейчас я надену. У меня вот на зеленых резиночка идет 2 на 2, а на розовых и на синих 1 на 1. У нас солнышко сегодня то выходит, то заходит. Не знаю, как будет видно вам на камеру. Надеюсь, что все хорошо. Вот. Сейчас я одену розовые. Давайте наденем синие. Вот синенькие пинеточки, чуть-чуть побольше размер у меня получился, потому что я на пару петелек увеличила длину пинетки. И мне кажется, что это так даже лучше. Хотя на внешний вид незаметно, вот честно сказать. Ой.
Эти пинеточки синенькие точно такие же, поэтому смысла их одевать в манекен пока не вижу. Давайте вот зелененькую еще нарядим. И вот такие вот еще прозрачные у меня есть манекены, они стрёмные. Лучше больше денежку заплатить и купить вот эти нормальные, и не экономить вот на этих вот дурацких манекенах. Ну, это закон подлости. Пока я не снимала видео, солнышка не было, были тучи. Как я только включила камеру, тут все у меня пошел процесс, то вышло солнце ярчайшее, небо голубое. Ну, ладно, девчонки, давайте как есть. Пишите в комментариях, если совсем плохо видно, то буду переснимать как-то видео, показывать еще раз. Мне хотелось показать вам разницу между пинетками, которые вот я вязала. Вот синенькие, например, пинеточки, и зеленые. У синих резинка связана 1 на 1, у зеленых 2 на 2. Напишите в комментариях, как вам больше нравится. Мне, если честно, больше нравится, как у зеленых, потому что, мне кажется, как-то ровнее все это смотрится. Вот тут не очень ровно я надела, но как-то более четче, что ли. Ну, хотя, с другой стороны, наверное, я уже к этому придираюсь. И 1 на 1 тоже красиво все смотрится. Вот, и в розовых. И также у зеленых я сделала чуть-чуть повыше эту резиночку, чем вот у синих и у розовых. Мне очень нравятся пинеточки. Какие они хорошенькие, какие они красивенькие получились. И когда я смотрю на эту пинетку, вот именно на зеленый цвет, такой он яркий, красивый, я хочу вышить на этих пинетках, я уже, наверное, говорила, не помню, или пчелок, или какие-то ромашки, или ну, что-то мне хочется вышить. Потом мне пришла идея вышить грибок и связать, например, бэби-бокс в каком-то лесном стиле, например, какую-нибудь лисичку, грибочек, погремушку. Ну, вот что-то вот такое, может быть, держатель для соски в мухоморном стиле. Вот какие-то вот такие вот у меня мысли есть. Очень хочется это все воплотить. И давайте перейдем к шапулечкам, к чепчикам. Вот такой чепчик связан у меня крючком. Я его постирала, он стал гораздо мягче, эластичнее. Размер у него не поменялся, ничего с ним особо такого не случилось. Петельки как были ровненькие, они так ровненькими и остались, потому что он вязан крючком, и разницы никакой я не вижу, ну, кроме того, что он стал более такой мягенький. И вот этот чепчик я связала новый, пробный, спицами я его вязала. Не совсем ровные петельки, как мне кажется, вот я смотрю на него, но когда его оденешь на голову ребеночка, то вот это вот все растянется и будет смотреться, я думаю, очень даже аккуратно. Вот так вот он выглядит сзади. Вяжется он просто мастер-класс. Я вам оставлю ссылку на мастер-класс, который мне понравился, под этим видео. Или же переходите ко мне в группу в Telegram. Я вам тоже оставлю ссылочку на этот мастер-класс. Очень мне понравился. Очень он красиво снят. Мастера я, конечно, сейчас уже не вспомню, но ссылочки все будут. Очень он красиво снят. Все спокойно, подробно, быстро. И я вот с легкостью связала, хотя, и вы знаете, я спицами вяжу не очень хорошо. Вот такой вот он получился, чепчик. Здесь лямочки связаны. Забыла, как это называется, такое слово. Я его, если честно, вообще первый раз услышала, к стыду признаюсь. Ну, в общем, на чулочных спицах по 3 петельки. Как же это называется? Напишите в комментариях, забыла, как это называется, вот эти вот шнурочки. В общем, вывязывала я сначала один шнурочек, у меня повыскакивали ниточки. Сейчас, может быть, вспомню, девчонки, забыла, как это называется. Не владею я терминами. Вспомнила, айкорд. Это называется айкорд. И вот такой вот шнурочек мне так понравился, я так боялась его вязать, такое незнакомое слово. Я ни разу этого не пробовала. А шнурочек красивый, и так мне хотелось попробовать его связать. И я купила себе специально спицы гамовские, ну, такие не особо дорогие, 200 с чем-то рублей на Wildberries я заказывала, чтобы вязать вот этот айкорд. И когда я начала, и у меня начало получаться, у меня был такой восторг, честно вам скажу. Я так обрадовалась, что я боялась, что основу-то я связала, а вот обвязку я не смогу сделать, и мне придется что-то придумывать крючком. Это же все-таки что-то новое. Но нет, у меня получились хорошенькие такие шнурочки.
И вот здесь тоже по задней стенке я обвязала айкордом и потом перешла еще на один шнурочек. И вот такая вот шапочка у меня получилась. Мне очень хочется попробовать эту шапочку связать именно из той пряжи, которая рекомендуется в мастер-классе. Я вам уже ее показывала, я ее купила, беленького такого молочного даже, скажу, цвета. И она не такая пушистая, и, возможно, в ней петельки будут смотреться более ровно, более аккуратно. Я обязательно это попробую. Именно вот пойти по мастер-классу, именно с тем количеством петель, как там указано, потому что здесь я прибавляла немножко петель, так как эта пряжа Gazal Baby Wool XL чуть-чуть поменьше, у нее потоньше, вернее, чем та, которая используется в мастер-классе, и поэтому я побоялась, что будет слишком маленькая шапочка, а зря, кстати, боялась, потому что шапочка большая, месяца на 3, на 4, даже на полгода, мне кажется, она будет как раз, а то, может быть, даже и больше, потому что она вот так тянется. Вот, поэтому я буду пробовать вязать именно из той пряжи, которая указана в мастер-классе. Вот такие вот у меня дела, вот такие готовые работы. Смотрите, как здорово это смотрится вместе. Мне очень нравится. Шапочка и пинетки. Если вышить еще на пинетках какой-нибудь красивый узор в виде каких-нибудь грибочков, мухоморчиков, например, или каких-то бабочек, или какую-нибудь пчелку, еще и на шапочке где-то там вывязать какие-то такие лесные дела, ну, так же, как и на пинетках, будет очень здорово, мне кажется, смотреться. Вот так вот. Здесь шапочка, у нее шов, и вы его даже не заметите. В общем, я опять забыла, как называется этот платочный, что ли, шов. Она сшивается, и тут даже не видно, что я где-то что-то сшивала. Правда же? Все одинаково. Вот этим мне очень понравилось. Но надо тренироваться, потому что все-таки это первый мой колпачок такой. Надо тренироваться. Так же, как и первые пинетки у меня были не совсем красивые. А эти, мне вот, особенно зеленые, я их уже вязала вообще на одном дыхании. Вот сейчас солнышко ушло, давайте я вам покажу. Вязала их на одном дыхании с удовольствием. И вот реально получала удовольствие от вязки. Вот. Делаю фотографии, наборчик. И так он мне нравится, девчонки. Вообще такой он классный. Супер. Это морская тематика, я не знаю. Это, видимо, у нас в голове, на подсознании с морем связано что-то. Отдых, в общем. В общем, с морем у нас связан отдых и наслаждение. И когда ты видишь вот этих вот медузок, например, тут вдвойне хочется такой набор иметь, мне кажется, потому что как-то приятно на это все смотреть. Мне очень нравится. И мне очень хочется связать такой же набор в розовом цвете для девочек. Не знаю, как я это успею. Мне хочется почему-то китенка сделать в ярко-розовом, таком 59-м цвете. Медузку сделать нежной, с ярко-розовыми вот такими, вместо синего, вот тоже 59-й ярко-розовый взять этот щупальцы. В общем, мне кажется, для девочки набор тоже получится супер классный. Наверное, я все-таки займусь этим и все-таки свяжу. Очень мне хочется. Такая миленькая, такая смотрит на тебя. Ой, боже. Как мне нравится то, что я делаю, чем я занимаюсь. Месяца по итогу у меня связано 28 работ. Это для меня очень большой результат. Благодаря марафону 101 Cotton Toys, благодаря моему огромному заказу на Baby Box, я как-то так оживилась и навязала столько всего. В эти 28 работ я включаю не только игрушки, я включаю сюда чепчики, включаю сюда пинетки, потому что это тоже занимает много времени, а порой даже больше времени, чем вязание какой-либо игрушки. Например, пинетки спицами я вяжу достаточно долго. Руки под спицы у меня еще не так заточены, как для крючка, и у меня дольше это занимает времени. Я спицами вязать только учусь. Смотрю на девочек, кто вяжет плечевые изделия спицами, и восхищаюсь, как они это делают.
И очень хочу тоже научиться вязать. Возможно, когда-то я какое-то плечевое изделие и решусь связать для себя. Не буду отвергать этот вариант развития событий. Пока что вот только чепчики, пинетки, ну что-то такое мелкое и одежка для игрушек. Вела итоги апреля. Апрель у меня получился замечательный. Очень бы хотелось мне продать те игрушки, которые я навязала, потому что у меня никогда не было такого количества игрушек в наличии. В основном я вяжу на заказ, но тут благодаря марафону и просто своему желанию я навязала на наличие достаточно игрушек, достаточно много. И я не люблю, когда они у меня лежат в наличии. Я не хожу на ярмарки, и они меня напрягают. И поэтому я вот думаю, может быть, мне на ярмарке мастеров открыть магазинчик и там их выложить, или на Авито. Если вам не сложно, напишите, пожалуйста, в комментариях, где вы продаете свои работы, кроме как на ярмарках. Покупают ли у вас на Авито, или, может быть, у вас есть магазинчик на ярмарке мастеров, или где-то еще. Я пока размышляю. На Авито я выкладываю периодически свои игрушки, но у меня там не было пока ни одного заказа. Возможно, просто я очень мало выкладывала их. Сейчас я расскажу вам о планах на следующий месяц. Я вписалась еще в один марафон, который организовала Снежана. Марафон называется «Кукольных дел мастер». В этом марафоне мы будем вязать куколок из различной пряжи, но только куколок. Давайте на Снежану я оставлю вам ссылку под этим видео, но добавиться в марафон, наверное, уже у вас не получится. Хотя бы вы на нее подпишетесь, будете следить за ней, и, возможно, в ближайшем будущем она будет организовывать еще и другие марафоны, и вы сможете, например, тоже поучаствовать. Основное правило марафона — это снимать видео для YouTube или для Яндекс.Дзен, для того, чтобы показывать в реальном времени свои работы, что вот вы вяжете именно на этой неделе ту или иную куколку, и в итоге показываете свой результат. Пока что я не знаю, как буду ли я разделять эти видео или буду их показывать в одном влоге, не могу сказать. Посмотрим, как будет идти. Если будут еще и дополнительные процессы вязальные у меня и заказы, кроме кукольного марафона, то, скорее всего, разделю. А если нет, то буду вместе это все как-то совмещать. А на следующей неделе уже покажу вам воочию, что я начала вязать. Это будет у меня куколка Wednesday по моему мастер-классу на куколку Мари. То есть у меня будет куколка Мари. Давайте я вам здесь фото приложу. Что это за куколка Мари, если кто не помнит. На эту куколку у меня есть мастер-класс, стоит он 400 рублей. Туда входит как сама куколка, так и одежка для нее. Кому интересно, пишите мне ВКонтакте или на сайте Бусти. В общем, я буду вязать куколку Мари в образе Wednesday. Хочу посмотреть, как это у меня получится. Это первое. Второе, у меня сейчас тоже уже идет процесс по Груту. Вам в видео в следующем уже покажу более подробно, что это за игрушка, кто автор мастер-класса. И следующий я уже начала вязать куколку Женечку, но у меня будет куколка Женечка в стиле Барби. Давайте здесь тоже фотографию приложу, каких я вязала куколок Женечек ранее. Также у меня есть на эту куколку мастер-класс. Куколку можно вязать как с каркасом, так и без каркаса. В мастер-классе, как я делаю каркас, очень подробно все расписано, и даже есть видео о том, как это все делается. Поэтому, если кто боится каркасных кукол или, наоборот, хочет научиться вязать куколку на каркасе, то добро пожаловать, приобретайте мастер-класс, и там все инструкции в подробности есть, как это делать. В общем, я буду вязать вот такую куколку Женечку, но в образе Барби. Она у меня будет блондинкой в розовом купальничке. И также в планах у меня связать мальчика Женечку, ей в напарника, тоже в летнем наряде. Вот у меня будет такая летняя парочка. Как бы
раскрашу эти холодные весенние деньки летней парочкой. Я очень надеюсь, что я все успею связать, что у меня все получится, что я не вылечу с этого марафона, хотя допускаю такую возможность. Пока у меня заказов нет, поэтому я со спокойной душой могу вязать то, что вот мне хочется. А на этом все, друзья. Спасибо вам большое, что посмотрели это видео. Благодарю вас за лайки, за комментарии. Спасибо вам большое за вашу поддержку. Очень многие девочки пишут мне в WhatsApp в личку, ВКонтакте в личку, благодарят в Telegram. Поэтому спасибо вам большое. Скажу еще и здесь, ваши сообщения очень вдохновляют и заряжают энергией. Вам также здесь прикреплю QR-код на мою группу ВКонтакте. Добавляйтесь. Там я выкладываю в статьях бесплатные мастер-классы. Там я показываю также свои процессы. Здесь же я оставляю вам QR-код на свою группу в Telegram-канале, поэтому подписывайтесь туда, там вообще самые актуальные моменты происходят, там же я буду набирать тестировщиков для своих будущих мастер-классов, там же я в реальном времени показываю свои процессы, что я вяжу, чем я занимаюсь, какие у меня планы. Для тех, кто проживает за границей и вы хотите приобрести мои мастер-классы, то переходите на сайт Boosty, и там вы сможете приобрести мастер-классы. Если у вас там не получается, то пишите мне ВКонтакте в личном сообщении, WhatsApp, Viber, у меня под видео номер телефона указан. Если хотите написать в личку, то пишите, конечно, я всем отвечаю всегда. Все, давайте прощаться, увидимся с вами в следующем видео. Пока не знаю, чему оно будет посвящено, будет ли оно посвящено марафону или, может быть, это просто будет обычный вязальный блог. Увидимся с вами в следующем видео. Всем пока-пока и до новых встреч!